Добрый день, вы находитесь на канале Татьяна Мин, Astrology и Тарот. И это Таро-прогноз на декабрь 2022 года для знака зодиака Весов. Что ждет Весов в декабре? Давайте посмотрим на картах из колоды Таро Нефертари. Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. И также сегодня у нас еще будут 2 колоды, это Декамерон и Moonology. Итак, первая карта, что ждет Весов в декабре в партнерских отношениях. Карта перевернутая, но это, скорее всего, что я их все неправильно просто разложила. Я смотрю карты в прямом движении, в прямом положении здесь. И это пятерка динариев. Пятерка динариев в секторе партнерства говорит о том, что вы недостаточно удовлетворены сейчас вашими партнерскими отношениями, как вы себя чувствуете в этих партнерских отношениях, что делает, что говорит партнер. Это может быть связано и с финансовой стороной жизни. Может быть, у вас какой-то кризис финансовый из-за партнера, или это как-то связано с вопросами самооценки, то есть вам партнер не повышает вам вашу самооценку, а наоборот, может быть, как-то понижает ее, а может быть, вам это только кажется. И вот такие какие-то сомнения, это может говорить о том, что вы не видите, иногда, да, пятерка динариев может говорить, что вы не видите, насколько хорош ваш партнер, вы не оцениваете ситуацию в полном объеме из-за того, что вы поглощены какими-то другими мыслями. Но мы сейчас еще будем дополнять эту карту, потому что мы будем спрашивать еще у других колод, да. Четверка кубков. Это уже такая карта, связанная с какими-то духовными, эмоциональными, моральными поисками. И здесь она выходит в секторе финансов. Такое впечатление, что вы не очень много будете думать о работе, о деньгах, волноваться о том, какие у вас доходы или расходы. Как будто бы эта тема работы вообще уйдет на второй план. Может быть, вам как-то скучно сейчас на работе, может быть, вы не хотите искать новую работу и как бы даже немного огорчены вашим нынешним финансовым положением. Да? Это, в общем-то, с этой картой даже в каком-то плане перекликается. Может быть, вы ждали, что партнер больше поможет вам как-то финансово или поспособствует как-то вашему финансовому развитию. А если это вообще с деньгами не связано, то это может говорить о том, что вы как-то расстраиваетесь насчет того, сможете ли вы вообще когда-то иметь хорошие отношения. Что-то огорчает вас, вы в какой-то депрессии находитесь, и это может быть из-за вашей личной самооценки. Но в некоторых случаях, да, в некоторых вариантах на вашу самооценку может влиять ваш партнер или партнерша. Может быть, рядом с вами неправильный человек, который несколько подавляет вас. Но это, опять же, как вариант. Это общий расклад, да, поэтому берите то, что лучшее для вас. А здесь у нас звезда, и эта карта выходит в секторе общения и далеких стран. И вообще звезда – это сама карта какой-то далекой мечты. Но в этом случае, в этом как бы положении, карта говорит о том, что может быть осуществится какая-то ваша мечта в декабре, дорогие весы. Вам не стоит уходить в себя, вам не стоит закрываться. Здесь нужно общаться, не бояться мечтать, может быть, даже рассказывать о своих желаниях. И кто-то, кто живет далеко от вас, скорее всего, может быть, оказаться вам очень интересен. Это может быть не обязательно человек, это может быть какое-то учение, наука, философия, какая-то жизненная система ценностей, какие-то новые знания, которые вы обретете. Вы давно хотели это узнать. Вообще информация откроется для вас с новой силой в декабре. И это будут какие-то очень интересные новости. Вообще новости, которые вы давно ждали, хотели, то, о чем вы даже не думали. А если как бы на более бытовом, да, материальном уровне, это может быть получение каких-то благ, связанных с образованием, с транспортными средствами. Может быть, осуществится какая-то ваша поездка, вплоть до кругосветного путешествия у кого-то, либо просто приятное знакомство с человеком вашей мечты. Потому что звезда все-таки это старший аркан, и здесь это очень возможно. Шестерка динариев. Шестерка динариев, у нас здесь уже были пентакли, да, и вот эти два сектора, которые отвечают за партнерские отношения. Что-то здесь вас волнует. Я думаю, что как-то очень тесно у вас могут переплетаться в декабре ваши партнерские отношения и ваши доходы. У кого-то это уже вопросы самооценки, как я говорила. Может быть, что-то не дает вам финансово укрепить свое положение, например, переехать с вашим супругом или супругой в более лучшее жилье. Либо вы
ожидаете, может быть, каких-то разрешений, ожидаете кредита, ожидаете какой-то лучшей работы, нового дохода, как у вас, так и у вашего супруга, это тоже может быть. И вот эти деньги, вот эти вопросы финансов, они как-то особенно вас волнуют. Вы из-за этого не начинаете, может быть, какой-то новый этап в своей жизни. Но если шестерка динариев– это карта уже, как бы сказать, близких денег, да, то пятерка– это все-таки какие-то огорчения, вызванные партнерскими отношениями. Если же это вообще не связано с жизнью любовной, да, и супружеской, то это могут быть просто дела по работе с вашими партнерами. Может быть, не все договоренности, не такие доходы, как вы ожидали в вашем бизнесе происходят, либо как-то что-то вам приходится платить по контракту, да, не дополучили вы еще каких-то нужных денег. Здесь какие-то такие финансовые вопросы. И еще эти карты, они не говорят о том, что какие-то ключевые, скажем так, перемены в вашей жизни произойдут. Здесь, скорее всего, вы будете заниматься какими-то текущими делами. Я не вижу большого дохода, но и больших расходов тоже не вижу. То есть это какие-то обычные текущие дела. То есть в самых кардинальных домах гороскопа у вас нету перемен по этим картам. А что нам скажет еще один социальный сектор, да? И посмотрите, здесь тоже старший аркан. Просто удивительно. Здесь у нас Паш. Итак, вот эти два старших аркана, почему я сразу их вместе читаю, да, потому что это отвечает за социум, за окружение, за людей, какие-то ваши мечты и желания. И здесь карты несколько противоречивые. Карта звезда и карта смерть. Что это может говорить? Это может говорить, опять же, как вариант у кого-то, да, это полная смена вашего окружения. Например, из вашей жизни уйдут какие-то люди, друзья, какой-то коллектив, из которого вы выйдете. Может быть, закончите образование, бизнес, работу какую-то, да. И ваше окружение полностью обновится по карте смерть. А по карте звезда это какие-то новые надежды, эмоции, знания. Это также может означать, что не лично у вас, но у вашего ребенка закончится какой-то важный цикл в жизни. Например, он закончит какое-то образовательное учреждение, какой-то курс. Ваш ребенок повзрослеет. Это, может быть, будет вам не так-то легко понять, принять даже, я бы сказала, потому что ваш ребенок может перейти на новый уровень взросления, и этот новый уровень будет не совсем прост для вас, да, потому что все-таки смерть это какие-то трансформации, особенно если это переход в подростковый уровень, да, или из подросткового там во взрослый уровень. Вы поймете, что ваш ребенок больше не такой маленький, да, что у вас нету с ним, нету больше влияния какого-то на него, или прервались какие-то связи, связывающие вас с ребенком, которые были до этого. То есть, да, вы ощутите то, что он стал другим человеком. Но это неплохо, да, потому что это новый уровень, как бы без этого никак. И если вы уже сейчас в таком возрасте, что у вас взрослые дети, то это очень может быть. Это могут быть перемены в жизни ваших детей. Но, опять же, перемены какие? Которые обещают новое какое-то начало, да, которое, может быть, вас, как родителей, еще страшит пока. Ну и что это еще может быть? Как я уже сказала, это может быть окончание какого-то сообщества, да, где вы состояли. Может быть, вы захотите полностью удалить себя с каких-то там сайтов, социальных сетей. То есть какое-то вот такое обновление в сфере социума, людей, которые вас окружают, могут произойти. То есть это как бы одновременно уход каких-то людей, но приход других людей. Или это связано вообще с информацией. Очень интересно здесь. И Паш кубков. Это хорошая карта. Кстати, у кого-то это тоже может означать ребенка. Может быть, у вас есть... Ну, может быть, дети будут как-то жить вместе с вами, или вы будете как-то жить вместе с детьми, но дети будут очень часто бывать в вашем поле зрения, да, если мы рассматриваем 6-12 сектор, это сектор нашего окружения. И вы будете часто общаться с детьми, может быть, вы будете посещать с ними какие-то организации, проходить медкомиссию, либо какие-то другие государственные учреждения. Может быть, ваш ребенок будет находиться
поступит, например, в учреждение закрытого типа как кадетский корпус или какие-то вот такие, да, есть учреждения, где дети учатся в определенное время, и только потом вы можете их увидеть. Вот это тоже может быть, кстати, по карте. Такой закрытый тип обучения, режимные какие-то типы обучения, да, если это для кого-то это актуально, да, как вариант, опять же. Но если это вообще не связано с детьми, и паш кубков здесь может означать то, что у вас тайные отношения с каким-то мужчиной, который моложе вас, у кого-то это тайные дети, с которыми вы общаетесь, и, например, не говорите вашему нынешнему партнеру об этом. У кого-то даже ребенок может родиться в тайне, вы, например, не знали, что у вас есть ребенок, потому что это тайный сектор. И вот это вот общение с этим пажом, с этим молодым мужчиной, да, например, оно как-то влияет на вашу самооценку. И вы даже можете в какую-то депрессию впадать из-за этого. Здесь может быть и много вариантов, конечно, у каждого по-разному, но какие-то я вам сейчас назвала. Но это могут быть какие-то тайные расходы на детей, на посещение каких-то мероприятий. Может быть, вы, например, проходите какое-то лечение, очень возможно, и вы не распространяетесь об этом. Может быть, это по работе у вас какие-то есть тайные дела, задания, которые вам нужно выполнить, опять же, совместно с каким-то коллегой. Так что здесь у вас довольно сильно представлен вот этот, что 12-й сектор тайны. Это даже могут быть еще, кстати, домашние животные, тоже, которые потребуют каких-то определенных затрат, которым будет занято ваше время. Ну, давайте спросим у карты с колоды Декамерон, что еще здесь может означать, какие советы вам дадут карты, что ждет весов в декабре. Итак, я достану 2 карты. Паж мечей и королева чаш. Но если вы женщина и смотрите этот расклад, да, то не исключено, что здесь за вами следит какой-то мужчина молодой. И здесь у нас уже есть такой паж кубков, да. Это могут быть у кого-то, да, не у всех, но какие-то такие тайные отношения, флирт. Может быть, флирт даже через переписку в социальных сетях, да, потому что здесь у нас звезда. Так вот, этот паж мечей, ну, в обычных Таро мы трактуем это, да, как человек, который за вами следит, как бы мечевая карта. Но здесь, в этих картах Декамерон, я думаю, что вы можете, у вас быть отношения с мужчиной, который он может быть не обязательно молодой даже по возрасту, он может быть молодой в душе, в том плане, что он не так серьезно может относиться к этим отношениям, как вы. А вы, как королева жезла, как королева кубков, вы, конечно, влюблены. Вы можете испытать какую-то влюбленность к человеку, который, ну, тоже, конечно, будет в вас заинтересован, но не так сильно, как по пажам, да, то есть это может быть какое-то начало в отношениях, тайное начало. Но, в принципе, для вас я не вижу здесь проблем, потому что вы все равно, как королева Пентаклей, получаете свое удовольствие. Здесь прекрасная карта, такая королева чаш, простите. Прекрасная карта, когда пара, ну, взаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Поэтому я думаю, что здесь очень возможно какой-то флирт, интересное знакомство, общение, сексуальный партнер, который очень подойдет вам в сексуальном плане. И, может быть, это как-то даже у некоторых повысит вашу самооценку, да, потому что так как здесь у нас вышла королева, здесь у нас была 4 пентаклей, то, может быть, вы действительно найдете то, чего вы искали, какое-то удовлетворение в сексуальной жизни, которое вам не хватало в прошлые месяцы. А что скажет нам колода Moonology? Это полная луна в знаке зодиака Лев и суперлуния. Вот здесь у нас опять знак Льва, 5-й, 11-й сектор, да, и здесь у нас как раз была карта смерть, про которую я говорила, что у вас может закончиться с кем-то какое-то общение. И полнолуние – это тоже, когда ситуация доходит до предела. Этот сектор еще, да, вот Лев, и это сектор романтики, любовников. Поэтому у некоторых здесь может быть какая-то перемена в вашей любовной жизни. У кого-то, может быть, это конец, но начало сразу других отношений, а может быть еще, что вы с вашим партнером переживете какой-то кризис в отношениях, но вы не расстанетесь. Но это как-то, конечно, повлияет на вас, потому что здесь у нас суперлуния, полная луна в знаке Льва. Вы посмотрите на себя другими глазами определенно. Может быть, вы поймете какие-то свои ошибки. И благодаря партнеру мы только можем осознать, в чем мы были неправы как партнеры, да.
И вот по этой полной луне будьте осторожны, потому что какая-то дурная слава может пройти о вас. То, что вы не хотите, да, почему я так говорю, потому что здесь все-таки карта смерти, это что-то, ну, может быть, заставит вас поволноваться. Поэтому, если вы не хотите, чтобы что-то узнали о вас, то будьте осторожны, не доводите ситуацию до предела, потому что суперлуния – это очень какая-то эмоциональная ситуация. Вот так вот, как я вижу. Весы, ваш расклад в декабре. Обязательно возьмите все самое лучшее отсюда. Вы можете даже написать в комментариях, что я принимаю все самое лучшее, что услышано в этом раскладе. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!